Красиво у меня закончились, остались любимые. Такое двигающееся. Завораживают меня эти ветки. Всем привет, меня зовут Мария. Вы на моем канале о флористике и рукоделии. Сегодня у меня очень необычный набор материалов. Это краска и кисточки. Для меня это совершенно не характерно, я совершенно не рисующий человек, но сейчас вы поймете, о чем речь. У меня после всяких новогодних оформлений, а видео это я записываю в начале января, осталось много шишек, которые я решила как-нибудь переработать. У меня помимо шишек есть еще ветки вот такие вот, самые обыкновенные. В общем, пошла я во двор и обстригла ближайший куст. Итак, вначале нам нужно у шишек удалить серединку, ну, скажем так, располовинить их. И в середине оставляю такую вот ворсистую, что ли, часть у шишечки. Так, ну и таким образом поступаем со всеми нашими шишками. Я возьму обычную акриловую краску, совершенно любая подойдет. У меня вот такая вот художественная. Можно, в общем, любую, хоть из строительного магазина. Колеровать я ее буду тоже странным способом, на самом деле. Буду колеровать я ее акварельной краской, но тоже, в общем, можно чем угодно. Шишкам все равно. Совершенно, я не знаю, художники, может, тут меня как-то поправят, но мне кажется, что не важно. Так, беру красочку, к ней водичку и буду добавлять цвет. Я хочу сделать что-нибудь розовенькое. Ну и потом еще, наверное, какой-нибудь сиреневый возьму. Начну с розового. И начинаем красить наши шишечки. Сейчас они прямо на глазах оживают, превращаются в цветы. Я хоть и работаю очень много с живыми цветами, все равно очень люблю все вот эти вот истории, цветы из, ну и далее по списку. Да, или букет из чего-то, что не имеет отношения к цветам. Я чуть-чуть прохожусь и по, ну, скажем так, изнаночной стороне шишки. Ну и так я покрасила свои шишки. Одновременно шишками я, конечно же, покрасила и пальцы, поэтому облачилась в перчатки. Вы уж меня простите, красиво у меня закончились, остались любимые. По ним видно, что они любимые. И уже у меня тут такая прям весенняя красота. Я что еще хочу сделать? Я хочу сейчас серединки подкрасить оранжевым цветом. И на этом, собственно говоря, все покрасочные мероприятия я и закончу. Мне нужно прям совсем чуть-чуть, чтобы серединки... Мне нравится, как они выглядят коричневыми. Я хочу чуть-чуть яркости. Прям самую-самую малость. Вот так раз. У меня вот при взгляде даже на эти, казалось бы, просто шишечки, похожие на цветочки, сразу возникает такое весеннее настроение. Ну, может, конечно, это у меня еще такая, знаете, профдеформация, потому что как только заканчивается Новый год, все, кто так или иначе связан с флористикой, начинают срочно готовиться к 8 марта. Я готовлю прямо серию видео про подготовку к 8 марта. Поэтому, кстати, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Так, все, краска мне больше не нужна. Следующий интересный момент. Мы сейчас будем клеевым пистолетом клеить шишечки на веточки. Так, вот она моя веточка. Ну, одна из. Сейчас посмотрю, насколько веточек мне вообще хватит шишек. И подумаю, нужны ли они мне такие большие. Так, ну и тут все просто. Берем клей на шишечку. Тут уж точно обязательно делайте все это в перчатках, потому что жалко иначе руки. У меня веточки тоненькие у кустика, они будут под весом шишек чуть-чуть сгибаться, но мне кажется, что это даже классно. Клея, конечно, нужно стараться поменьше, чтобы его было меньше заметно. Я приклеиваю просто хаотично по разные стороны всех веточек. Так, ну и так... Действуем со всеми нашими шишками. Первая веточка у меня, как мне кажется, готова. В общем, я решила их сделать такие воздушными, потому что мне нравится, как палочки сами торчат, и эти мои импровизированные шишечные цветочки. В общем, все такое двигающееся. И мне шишек хватит еще на 2 такие же, что
Прекрасно. Кстати говоря, если кто-то в курсе, напишите мне в комментарии, пожалуйста, вдруг вы знаете, клеевой пистолет такой, чтобы он был с регулировкой температуры, чтобы она реально работала. Я пробовала миллион разных. И за 3000 рублей, и за 300 рублей. В общем, и все одно. Из него этот клей течет, все либо кипяток, либо что-то еще. Ну, в общем, какая-то получается странная история. А вот вдруг вы точно знаете какой-нибудь супер хороший пистолет, где можно отрегулировать температуру, чтобы сразу вот прям густой, например, клей он выдавал. В общем, я, конечно, сейчас, пока клею эти шишки, очень рассчитываю на то, что веточки эти мои распустятся. Тогда будет вообще. Ну, как раз они к весне, видимо, распустятся. Это же процесс не быстрый. Вот такие вот классные веточки у меня получились. Их можно использовать хоть в букете, хоть в декоре. Видите, они за счет того, что шишки имеют вес, а ветки гибкие, вот они такие прямо живые-живые. Вот я их чуть-чуть шевелю, да, и они прямо двигаются. В общем, классные, завораживают меня эти ветки. Мне кажется, это очень прикольная идея декора, потому что материалы вообще элементарные. Ну а пока что мы с моими новыми веточками, украшенными, благодарим вас за то, что вы досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что оно было интересным и полезным, что я показала вам что-то новое, вдохновила вас на что-то. Пожалуйста, поставьте лайк, если вам это видео понравилось. Пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению видео. А я жду вас на своем канале в следующих видео. Желаю вам всего хорошего и пока-пока.